Добрый день, здравствуйте, вы на канале 11 детей и наша жизнь. У нас очень давно не было рубрики распаковки. Сегодня мы приобрели некоторые овощи, фрукты, поэтому мы немножечко покажем. Печенье такое поубрали. Ну, почему мы сегодня вообще поехали в город? У нас продолжает происходить чудеса с животными. У нас поедают уток. Как поедают? Если раньше их убивали, то теперь вот их 11 уточек маленьких, которые подросли, у них вот хвостик где, прям до мяса выедают. Мы когда это увидели, стали на ночь убирать уток в огромную нашу машину в багажник вместе с матерью. Каждый вечер происходит эта процедура, и у них зажили хвостики. Но так долго продолжаться не может. Мы видим, что кто-то приходит. Иван один раз даже видел, серая, да, говорит, большая вот такая, говорит. Ну, говорит, похоже, крыса. И Иван сразу занялся новинками технологий. Ну, хотя это не новинки, сразу заказал себе на Валберес вот такую камеру. Фотоловушка. Это называется фотоловушка. То есть он ее установит завтра, и мы будем знать, кто к нам приходит. По крайней мере, будем знать объект, который приносит неудобства нашим животным. Видать, большой, потому что мы с папой взяли такие бумажки, картонки, налили крысиный клей, вовнутрь поставили сердечки. И вот где... Мясо, сердце. Сердце, да, куриные. И вот где ловушка была вот так, сердце в середке, здесь намазано, и большой картон еще по кругу, там не тронуто. А где вот такая небольшая, то есть, видать, встал на задние лапы и достал и съел. Получается, что кто-то большой к нам приходит. И мы начали, вот фотоловушка 300 она, по-моему, на Валберес стоит, у меня там скидка своя. И также взяли вот такую крысиную ловушку. У нас в Улан-Удэ была такая ловушка. Именно только ей мы переловили крыс. Мы ложили туда мясо. Сразу говорю, ловушка чистая, новая, поэтому она стоит на столе. Но это я для некоторых очень чутких людей говорю. Вообще у меня все адекватные зрители у нашего канала. Но иногда забегают такие. Вот, к примеру, в этот раз Снежана чистила картошечку и ела картошечку. И прям несколько человек написали, это ж какой ребенок голодный, что кушал картошечку. Вы знаете, то ли ваше счастье, ну раз у вас же сердце чувствительное, то ли мое. Вы не видели, как у меня раньше Максим ее ел. Он мог за раз 2-3 картошки съесть маленькие. Помнишь это? Мам, хочу картошку. Вытащи ручку изо рта. Мам, хочу картошку. И я прямо ему чистила, и он ходил ее и ел. Потом, то есть вот так у него... Владик, по-моему, тоже ел. И Владик кушал прям, да. У них, ну это вот, уже года 4 назад, такая прям потребность была. Ох, я представляю, если бы вы увидели, ваше сердечко бы вообще не выдержало бы это. Ели картошку, да. То есть, ну вот это наши покупки, которые сегодня побудили нас поехать в город. Ну, здесь просто конфеты, мы их рекламировать не будем, печенье мы убрали. Мешочки липовские, которые я пользуюсь, мне очень нравятся эти мешочки. Папа, все знают, что наша семья покупает всегда очень много конфет. Наша семья без конфет не может, у нас не может без конфет папа. Дети каждый день просят, раздают. Да, я подтвержу, спрашивают конфеты дети. Чтобы конфеты были всегда дома, конфеты убраны. Ну, допустим, подходит кто-то из детей, Василиса, Максим, Ваня или Снежана, или Анюта, говорит, можно конфеты раздать? Раздайте по сколько? Ну, раздайте по 2, раздайте по 3. Ну и, допустим, если конфеты большие, то есть по 2, по 3, это нормально. По 2 взяли и раздали. Да, конфеты раздают. Ну, это про те, что Снежана в прошлый раз бисквит спросила и прям осудили, что Снежана сказала, мам, можно я буду пока бисквит кушать? Кушай, конечно. Также купила для Василисы шапочку вот такую, уж очень
понравились высказывания людей. Дочь, сходи, одень. Сейчас Василиса ее примерит. Опа. Пенал. Ульяна теперь себе этот пенал заказала. У Ульяны теперь такой пенал. Возлюбила наша семья такие пеналы. То есть не реклама, но то есть Ульяне пенал. Также для Василисы Василиса попросила галстук. У нас уже есть такой галстук у Ульяны. Стоит он 400 с копейками. У него индивидуальная коробочка. Василиса девушка. Я знаю, она любит. Иди, я поправлю тебе. Давай. Все, вот она. Такая шапочка вот до чего. Будет ее носить. Удобно тебе? Да. Да. Цвет мне Красиво. очень понравился. Цвет, как она будет ее носить. Вот так ровненько. Хорошо держит форму шапочка. Хорошая. Она сейчас чуть-чуть еще подрастянется. Не баркая шапочка. Ну и такая, я думаю, что довольно современная, да? Модненькая. Модненькая. И галстучек, дочь, тебе. На, моя хорошая. Ты просила, мама сразу заказала галстучек. Тоже хочет носить. Что, убегаешь, как Ванька, да? Я пошел. Что не получит, я пошел. Галстучек. В этой коробочке можно и хранить, да, на полочке? Нет. А? Тут пока что, да нет, уже забирай. Ну ладно, разберемся. Ну, дальше купил Иван вот такую себе многоцелевая смазка для болтов. Но у нас сейчас идет ремонт машин опять. Мы только отремонтировали УАЗик. И сейчас уже ждем 2 посылки. В какую фирму должны прийти? СДЭК. СДЭК. Должны прийти запчасти. Мы их оплатили, вот осталась только доставка. Одна уже пришла запчасть. Сейчас вторую дождемся, чтобы все кучкой забрать уже и все. Вот Иван будет садить. Ну и самое главное, наш перчик. Здоровый пакет, здесь больше 10 килограмм. Перчик зеленый, остренький такой. И перчик красный. Дети Максим, Костя и папа Уже посоревновались. только что, я даже не знаю, какое слово подобрать. Максим еле отошел. Но они сами, когда папа это предложил, у Кости уже лежал вот такой рядом с тарелкой. То есть они уже схватили. Этот перчик стоит 20 рублей, зелененький. А красный перчик стоит 65 рублей. Вот купили 2, чтобы делать засолочку, чтобы мариновать перчик. Будем делать. Ну, что, дочь, красиво показала галстучек. Нравится? Сверху рубашечки. Ой, красиво. Хорошо. Что, давит? Ну нет. Нет, убирай волосики. Ульяна же носит такой, да. Так, также мы купили, наконец-то, на рынке появилась наша знаменитая фейхоа. Фейхоа спелая, вкусная. Дети сейчас, хоть и не видно по ящику, но Максим вот целую тарелку намывал, да, себе. И все, Снежана, и Никита, и Василиса. Я сегодня не попробовала. Ты не попробовал один. Анюта, Костя, все поели уже. Да. Попробуй. Я тебе сейчас, кстати, помою и дам. Я хочу. Не хочешь? Хочешь? Мы же каждый год покупаем. В том году мы не купили. Мы приехали на рынок в том году. Лежала немножечко. Мы думаем, ну вот, сейчас побольше появится и приедем. А был неурожайный год. И мы когда потом приехали, я фейхоа отправляю еще на Дальний Восток. У меня племянница, она их, в общем, увидела, что у нее состояние кожи от них лучше стало. На. Прям вот целое все. Сейчас я тебе тарелочку дам. Кто не знает, что такое фейхоа, потому что я раньше, вот оно внутри, смотрите, вот как киви, шкурку тоже убираем, и вот как киви оно получается. Оно очень богато йодом. На, сынок. Йод. В ней, так, это ваши сухие. В ней он богат йодом. И вот на рынке это фейхоа, цены разные. Очень мелкая 130, у одного всего, у одной девушки 130, а так до 150.
Я сказала, что Крупные по 180. Но мы, вот такие, как у нас, продаются по 150. Вкусно? Да, нормально, спелые. А мы купили по 100. У нас рынок проходишь, уходишь туда вглубь, и там оптовые цены, а мы все покупаем ящиками. Азербайджанские Гранат. гранаты, если на рынке они 150, 200, то в оптовых ценах они по 90. 150, 200, зависимо от размера всего. Ну вот купили ящичек гранат. Я хочу прям посмотреть. Уже дети 10 раз спросили. Ну, уже хотела сделать распаковку. Поэтому... Так, ну не сильно он и красный получается. Ну, мне нужно делать салат. ну кушать будем. Ой, ну нет, вот вкусный. Ну-ка я попробую. М-м, Я тоже хочу. вкусный какой. Вот. Тарелочку бери, дочь, себе. То есть, ну вот наши сегодняшние покупки. Я расстроилась, я сегодня сестре отправляла посылку на Дальний Восток. Лайм купила и весь ей, то есть себе забыла купить лайма. Ну ничего, лайм я еще лимонов абхазских нету, а лайм уже продается. Были абхазские. Были? Да. Ты видел? Да. А он сказал, вот лайм только чудо этих. Не, вот вначале были с абхазскими. Да? Да? Ну, ничего, По поедем. 150 рублей килограмм. Поедем на рынок и вкусим. Ну, и лайм тоже купим, и лимоны купим. Я еще хочу это. А это хочешь почистить еще? Ну, давай. Я тебе начищу. Я думал, Очень вкусно. думал, что есть не будешь. Это и хватит? Ванек же у нас такой, что попало не ест. Вообще я из него делаю варенье. То есть, чтобы если дети скушают его целым, пусть кушают. Лучше еще купить. А вообще оно очень хранится просто с сахарочком. Просто перетереть и хранится хорошо. Но оно очень полезное. Я не знаю, как местные жители делают, надо посмотреть. Я не помню, как я в прошлый раз прям со шкуркой, по-моему. Да, шкурки самые это йод. Витамины. Но они не кушают. Варенье можно сделать, а в это... Туда нельзя. Да, А шкурка горчит тогда. да, на сынок. Вкусный гранат. Давай. Ну вот такие у нас сегодня покупки. Особо ничего. То есть вот с Валберис мы ждали ловушку очень сильно. Наконец-то пришла ловушка. Наконец-то пришел капкан. Потому что эта ловушка будет видно. Но посмотрим, кто обижает нашу птицу, потому что утят уже бы не было. Прям выедают очень сильно. Ну и переживаю, у нас сейчас собирала яйца, сегодня не ходила за яйцами. Пошла. У нас одна курочка сидит на гнезде. И у нее уже пищат цыплята. Ну, вы представляете, если у нее 9 яиц забрала, она сидит на 21 яйце. А 9 яиц, это курицы нанесли, то есть лезут к ней, ну, Иван сейчас их будет отгораживать. Вот я переживаю, они родятся сейчас, и их кто-то просто передавит, и все. Ну, посмотрим, у нас же растут цыплята, вроде цыплят никто не трогает. Ну, вот такая у нас сегодня закупка, дети уже кушают. Наши голодные дети, как сегодня прям написали, у нас дети голодающие. Наши голодающие детки кушают на камеру гранат. Да, сейчас камеру выключим и заберемся. И мама все скушает. Так что Кто-то же есть- писал, посмотрите на ее, говорит, это она все съедает. Ой, ребята, спасибо, что были у нас в гостях, смотрели нашу распаковку. Теперь ждем. Сейчас я буду заготавливать баночки и буду делать острый перчик. Хочу набыть детям сразу фейхоа. Вчера прям купили, и они прям на ура их ели все. Правда, маленькие дети просили их чистить, а я сама приловчилась так и так прям кушала, потому что в шкурке все-таки вся польза. Так обрежу половину, а половину кушаю. И
Сейчас нарежу яблочки для Снежаны, Анюты и Вани. Ну, это и большие кушают, и я. Я готовлю и буду перерабатывать закупки. Вот еще молочница молочко привезла. Творог я поставила свежее, тоже оставила. Так прям огрызочек убираю, нарезаю, и они тогда прям таскают без остановки. Кушают. В посудомойке у меня стираются баночки. Сегодня я буду делать острый перчик. Баночки я уже подготовила. У меня пока нету крышек. Поэтому я сейчас буду перерабатывать брокколи. Брокколи вчера коробочку уже купили. Вам не показывали. Свеженькая была. Только с грядки. Вот сейчас брокколи. Буду его ошпаривать, потом остужать и по порядку расскажу, что я делаю. Я делаю так же, как делают все. Ну, просто показываю, чем я еще, какие заготовки еще я делаю. Это все чушечкам идет. Все. Вчера дети в охотку, прям в охотку. Все почти. Максим, так Костя, так вообще в охотку фейхуа. Гранаты прям в отходку ели. Прям еле-еле. Сейчас я их тоже нарежу. Чтобы на столе было. Выходные дни, каникулы. Уже пусть дети проводят с фруктами. А еще появились уже лайм появился. Появляться начали, Иван сказал, видел вчера абхазские лимоны. И абхазские мандарины стали появляться. Сразу, чтобы все на столе стояло, кто хочет, подходит и кушает. Красиво на столе все стоит. Оп. Как цветочки. Да, доченька. Красивые, вкусные. Будем продолжать набираться витаминов. Потому что витамины разного характера надо кушать. Это все хорошее, натуральное, красивое. Все. Мама нарезала. Дети пусть кушают. И можно было даже вот так поубирать. А это чушечкам все уйдет. Дети все равно будут просить чистить маленькие. Угу. Фейхуа много йода. А еще у меня племянница страдает, она уже взрослая, ей уже под 40. Лена, не так, да, надо было? Она еще молодая. Ей чуть-чуть за 30. Вот так надо было. Ну, проблема с кожей лица. И она заметила, что когда она фейхуа кушает, у нее кожа другая становится. Вообще кожа и тела, и лица. Лен, как я красиво, да, сказала? Да. Так, ну все, это дети сами будут уже кушать. Все. Кому нарезала, кому поставила, кому что сделала. Ну вот, такую брокколи вчера мы взяли. Красивая. Целую коробочку.
Сейчас я ее помою, обрежу и буду делать заготовку. Разрабатываем брокколи, ну и быстро нас никто не, как сказать, нам никто не говорил, что мы не будем готовить кушать, поэтому мы быстренько, Валера дома, блюдо все-таки, хотя мы и так готовим, ну готовить с мяском. Валера, Никита и Рома ушли по хозяйству. Валера с Никитой сейчас обрезают бабушки. Бабушка уже половину обрезала цветов на неделе. И они вот сейчас заканчивают. А я сейчас хочу обжарить, запечатать мясо. Обжарить на 4 части так по-разному, вдоль разделить. Разделить картофель. Картофель и тоже обжарить. И потом потушить. И в конце добавить брокколи. Но раз у нас сегодня брокколи, значит мы сегодня будем морковь еще круглую добавим. Мы сегодня будем брокколевый день устраивать. Мы же заготавливаем брокколи, значит везде должно быть брокколи. Поэтому кукурузу добавим. То есть тушеное мясо будет с картофелью и с овощами. Но мяско только запечатаем. Василиса как раз чистит картофель уже. Для вкуса, для сочности мяско сейчас запечатаем. Тут у меня вода со льдом. Здесь у меня для брокколи кипятится водичка. Немножечко обжариваю. Также это мясо обжариваю. Это мясо свинина у меня сегодня. Это хорошо. А зачем тебе вода со льдом? Вода со льдом, это брокколи делать, она цвет зеленый. Угу. И вот я ее, вода закипела, брокколи туда опускаю. Сразу вода закипает с брокколи, я отключаю, начинаю в ледяную воду выкладывать. Цвет, чтобы сохранился красивый, всё, поняла. чтобы у брокколи был красивый цвет. Ой, начинает семья собираться. Чё камеру испугались? Чё камеру испугались? Вот они так и ведут себя. Вроде бы... Давайте, умывайтесь, ручки мойте. Давай, переодевайся. Переодевайся, сынок. Брокколи. Сидите, знаю, что это такое. Брокколи. Да? Да? Оценки вы получили в музыкальной школе, да? Здорово. Хорошо. 4 тоже неплохо. Четыре тоже неплохо. Прям круглую. Я люблю, когда прям толстенько, кругленько. Брокколи обжаривать не буду, буду ее с кипяточка прям. Ну, кипяточком отдам, даже свежее блюдо, для того, чтобы
все насекомые, которые можно, чтобы они ушли. Это обжаривается хорошо. Лук с морковью тоже сюда немножечко пассируется, вкус жареного, и потом будем выкладывать все в кастрюльку. И в кастрюльке уже будем тушить. Всем сразу занимаемся, и еду варим, и все. Заготовками. Да, и заготовками доча. Немножечко для красоты обжариваем картофель. Получается, брокколи только отварной будет, да? Угу. Так, обжариваем. А? Здесь закипает, а здесь у меня картофель подходит. Вот так я его сделала. Он внутри сырой, и чтобы он был красивый. Я его убираю к мясу. Картошечку опять сюда. Вася, хватит картошки. Василиса начистила картошечки. Сейчас я ее помою. Порежу. Ложечку немножко. Свое блюдо я переложила в свою большую сковороду. Сейчас доливаю водички. Это кастрюлька, в которой у меня все овощи были. Вот. И пусть оно примерно минут 40 тушится, стоит. Потом я за 2 минуты до готовности добавлю туда свою капусту. И вуаля, блюдо готово. Да. Сейчас накрою крышечкой. Накроем. Во, какое красивое оно там у нас получилось. Угу. Так, продолжаем дальше заниматься капустой. Закипела вода. Туда капусту. Сейчас я вам партию капусты дам. Оп. Оп. Все, вот это сюда. А это здесь закипает. Все, осталось чуть-чуть. Оп. Всё. Вот это мы молодцы. Тазик брокколи. Тазик брокколи раз и сделали. Так, я несу вам вот это. Хорошо, сына, иди мойся. Там банька моется в ванной стойке. Так что тут с одной кастрюли брокколи уже уйдет сюда. А что-то уйдет к вам еще чуть-чуть. Вот тут самые темные. Самые темные? Да. Угу. Завтра мы их с вами уберем в мешочки.
До завтра все застынет. Такое у нас красивое блюдо получается. Брокколи наше уже, оно отваренное. Мы его помещаем в наш картофель. Закладываем. Также накрываем мукбанг, сейчас будем делать. Баночки достали. Перец будем сейчас, папа едет домой, выкупил инструмент, эти запчасти на машину, зеленая машина у нас стоит, мы ждали запчасти. Сегодня папа будет лежать под машиной целый день, ремонтировать. И это... Что-то хотела... А мы будем с девочками продолжать заниматься заготовками. Будем делать перчик. Может, не надо горох? Или вы хотите? Нет. Горох? Ой, кукурузу. Да, ну давайте не будем. Нет, или вы хотите? Да, я хочу. А, хочете? А мне все равно. Просто уже, как бы, мне кажется, лишнее будет. Согласна. А? Да, Ну, лишнее. Давайте без кукурузы просто. Пусть чуть-чуть тушится. Картофель у нас разварился. Моя задумка, он у нас такой нежный и долгая. Но все равно очень вкусно сейчас. Такая получилась порция. Такую мы стушили картошечку. Вот так мы накрываем стол на мукбанг. Мнения разошлись, но мы решили все-таки для яркости цвета добавить кукурузу. Мясо, картофель, морковь, лук, брокколи и кукуруза. Такой шикарный у нас сегодня будет обед. Готовьте тоже. Подключайте своих детей для помощи. Спасибо, что заходите к нам. До скорого. Мирного неба всем. Хорошего дня.